Привет, смотрящий! Давайте представим, что вы живете в многоэтажном доме, но не подозревайте, что за пределами дома существует ваш двойник, полная копия, которая пытается пройти в вашу квартиру и лишить вас жизни, чтобы занять ваше место. Если вас это пугает, то я расскажу вам, как этого избежать в полной истории «That's not my neighbor» или «Это не мой сосед». На дворе 1955 год, и по неизвестной причине у людей появились двойники, цель которых занять ваше место, даже путем вашего убийства. Они действуют всеми возможными методами, даже подделывают документы. Чтобы остановить двойников и спасти людей, правительство создает отдел по обнаружению двойников, сокращенно DDD, который экстренно реагирует по каждому запросу об обнаружении двойников для их моментального устранения. Мы житель обычного жилого дома, который устраивается на работу вахтером на входе в дом. Нам показывают видеоинструкцию о наших обязанностях. Наша задача будет заключаться в том, чтобы разрешать и запрещать проход жителям дома, чтобы избежать проникновения двойника. Мы не можем упустить из виду ни одной детали. От нас теперь зависит жизнь каждого жителя дома, и мы приступаем. В нашем распоряжении есть фотографии жителей каждого этажа в доме. Также в нашем распоряжении находится телефон, папка с чек-листом, что мы обязательно должны проверить. И, наконец, список жителей дома, которые запросили разрешение на вход. Мы ответственны за открытие и закрытие прохода в дом путем нажатия на кнопки открывания и закрывания дверей. Если мы забудем закрыть проход, то любой желающий сможет проскользнуть в дом, игнорируя нас. Каждый входящий обязан предъявить нам свой ID, он же паспорт, а также разрешение на вход. На каждом документе должна быть печать, одобренная отделом по обнаружению двойников. У нас есть все данные по каждому жителю в доме, поэтому, используя предоставляемые на входе документы, мы можем обнаружить несостыковки, ошибки в цифрах, фотографии и так далее. Привет, впустите, пожалуйста. Меня зовут Вилли, и я знаю эти ваши игры. Так что давайте не будем друг друга задерживать. Вы просто откроете проход. Так, Вилли точно не двойник. Спасибо за понимание. Перед нами настоящий житель дома, но как мы могли это понять? Сперва мы рассмотрели имя и фамилию, каждую цифру в паспорте, наличие печати, затем сверили фотографию и человека, который перед нами стоит. Также используя данные по нему в нашей папке с описанием каждого жителя дома. Для полной точности мы смотрим, есть ли в списке на вход данный житель, и на всякий случай позвонив к нему домой. И его муж или жена могут подтвердить его отсутствие дома. А в случае, если житель живет один, тогда мы просто услышим бесконечные гудки. Привет, я дядя Миша. Я совершенно не похож на Вилли. Не надо выдумывать, не задерживайте меня. Просто пропустите без лишних слов. Благодарю за понимание. Я ж не могу дяде Мише отказать. А теперь перед нами двойник. Иногда они сразу бросаются в глаза. Например, когда мы сразу видим дополнительные глаза. Или, например, когда лицо полностью покрыто волосами. Или все тело измазано кровью. Могут извиваться руки, а иногда даже летать голова. Таких двойников мы можем сразу распознать, даже не проверяя документы. Также каждый из явных двойников может выдать нам нелепый ответ на вопрос, что с ним. Мой внешний вид. Кровь. Ой, это кетчуп. Да, это он. Но иногда бывают максимально идентичные двойники, выдать которых можно лишь внимательно изучив все документы, что они предоставляют, и заметить очень неявные признаки изменения на теле. Например, родинка не на той стороне, где она должна быть, судя по фотографии жителя. Или брови недостаточно густые, как на фотографии жителя. А иногда отличий вообще нет, и документы все в порядке. Но если позвонить жителю, то мы узнаем, что он оказывается уже дома и никого не ждет. Периодически нас будут отвлекать, когда зайдет двойник, не пытающийся даже что-либо нам доказать, предоставляя нам испорченные документы и не разговаривая с нами. Этот двойник просто говорит нам 42, как отсылка на книгу и фильм «Автостопом по галактике». Другой двойник просто говорит нам слово «персик», и на каждом документе также повсюду персики. Один раз за игру к нам заходит клоун, который молча отдает нам листок со ссылкой на мой Бусти, где вы можете меня поддержать. Спасибо. В какой-то момент к нам заходит некий человек, который начинает нам задавать разные вопросы. Какой ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого? Как мы уже знаем, ответ 42. Далее он спрашивает, какое научное название австралийского животного, которое кардинально меняет свой внешний вид, когда его вывозят из естественной среды обитания. И ответ – Психролутес марсидус, известная нам как рыба-капля. Следующий вопрос – как называется единственный вид спорта, в котором можно ударить противника по лицу за то, что он взял фигуру? И ответ –
чесс-боксинг, или как его прозвали, шах-бокс. Там реально люди бьют друг друга, играя в шахматы. Новый вопрос, хотя бы сколько раз нужно сложить лист бумаги толщиной 1/100 мм, чтобы преодолеть расстояние между Широм и Мордором. Это отсылка к карте Средиземья в книгах Толкина «Хоббит» и «Властелин колец». Правильный ответ – 38 раз. Затем нам дают зашифрованный вопрос, который мы разгадаем, используя шифр Виженера. Написав буквы и ключевое слово «hide» – «прятаться», мы получим вопрос: какая 7-я планета в Солнечной системе? Ответ – Уранус или Уран. Согласно церкви летающего макаронного монстра, глобальное потепление является следствием того, что с 19 века численность, тут пропущено слово, снижается. Правильный ответ – пиратов. Это, кстати, реально существующая религия поклонению макаронному монстру. Если мы ответим на все вопросы, то получим от него памятный значок. В какой-то момент, задавая вопрос, почему этот житель не находится в списке на вход, он проявит себя как двойник и начнет угрожать нам, говоря, что двойники захватят всех людей, что это лишь вопрос времени. Сегодняшний лист? Черт. Я об этом не подумал, тут ты меня подловил. Что ты будешь теперь делать? Давай, действуй, позвони в отдел обнаружения двойников. Они все равно никогда нас не остановят. В конце мы достигнем своей цели. Закончив смену, нас наградят званием лучшего работника. Если мы пропустим хотя бы одного двойника, то нас убьют. Разработчик игры создал увлекательную атмосферу, схожую с игрой Papers, Please, но добавив в нее больше мистики. В скором времени нам обещают добавить еще 3 режима игры, которые будут полностью отличаться от показанного мною. Надеюсь, вам понравилось видео. Берегитесь двойников, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал и увидимся в новом видео. Ну и в конце я хочу показать вам некоторые секретные лица из игры.